Всем привет! С вами юрист Валерий Табаков. Садитесь поудобнее. Сегодня будет достаточно длинное видео. Я не буду торопиться, не буду кричать, не буду сокращать. Я разберу все последовательно, по дням, по документам, по статьям, по триллионам долларов и по каждому возможному шагу вперед. Друзья, если вы действительно хотите понять, как Украина может юридически вернуть себе ядерный статус и одновременно с этим взыскать с США, Великобритании и России астрономические компенсации, оставайтесь со мной до последней секунды. Поехали. Почему я вообще об этом говорю? Именно сейчас, 24 ноября 2025 года. Потому что война идет уже 1369 день. Потому что за эти 1369 дней погибло больше украинцев, чем за все годы независимости вместе взятые. Потому что Будапештский меморандум, под которым стоят подписи Клинтона, Мейджора и Ельцина, сегодня используется только как подставка под кофе в кабинетах западных дипломатов. И потому что я устал хоронить своих, устал слушать, что кто-то там с нами сердцем. Я юрист. Моя война – это документы, статьи и суды. И я вам сейчас покажу, как мы эту войну выиграем. Не на поле боя, на бумаге, по их же правилам, в их же Гааге. Что именно Украина отдала в 1991-2001 годах? Полный перечень, который вам никогда не показывали целиком. 176 межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, 130 Р-36М2 «Воевода» или СС-18 «Сатан», 10 разделяющихся боеголовок по 550-750 килотонн каждая, 46 РТ-23 УТТХ «Молодец», СС-24 «Скальпель», 10 боеголовок по 550 килотонн. Всего только на этих ракетах 1760 боевых блоков индивидуального наведения, 44 тяжелых стратегических бомбардировщика, 19 Ту-160, каждый нес 12 по Х-55 СМ, 200 килотонн, 228 боеголовок и 25 Ту-95 МС по 16 Х-55, 400 боеголовок, более 1100 крылатых ракет Х-55 и Х-55СМ с ядерными боеголовками, 2800 тактических ядерных боеприпасов, авиабомбы, снаряды 152-203 мм, мины, торпеды, 14 атомных подводных ракетоносцев проекта 667 БДРМ «Дельфин» до 1996 года в Севастополе,
производственные мощности Южмаша, Павлоградского механического завода, Харьковского физико-технического института. Запасы оружейного плутония и высокообогащенного урана, более 400 кг плутония и 2 тонны урана-235, обогащением 93%. Итого 4200-4500 ядерных боеголовок всех классов. Это больше, чем сегодня у Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР вместе взятых. Мы уничтожили все, до последнего грамма, под американские и российские камеры. Последний Ту-160 порезали в Прилуках 8 февраля 2001 года. Последнюю шахту Р-36М2 взорвали 30 октября 1999 года. Американский сенатор Ричард Лугар лично приезжал аплодировать. Теперь о Будапештском меморандуме 1994 года. Цитирую слово в слово. Официальный текст на русском и английском зарегистрирован в ООН под номером 52241. Пункт 1. Российская Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства в соответствии с принципами заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Пункт 2. Подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины. Пункт 3. Воздерживаться от экономического принуждения. Пункт 4. Добиваться немедленных действий Совета Безопасности ООН для оказания помощи Украине, если Украина станет жертвой акта агрессии или угрозы агрессии, в которой используется ядерное оружие. Пункт 6. Не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них самих, их территории, со стороны государства, выступающего в союзе с государством, обладающим ядерным оружием. Подписи стоят, печати стоят, регистрация в ООН есть. Теперь про юридическую силу Будапештского меморандума. Почему это не просто политическая бумажка? Меморандум зарегистрирован по статье 102 Устава ООН как юридически обязывающий документ. США в официальных нотах Госдепартамента 1994-2013 годов называли его обязательствами (commitments). 16 декабря 1994 года Конгресс США принял закон о кооперативном уменьшении угрозы, где прямо написано, что помощь Украине по программе Нанна Лугара дается в обмен на выполнение Будапештского меморандума. Принцип эстопель. Статья 45 Венской конвенции 1969 года. Государство не может ссылаться на неюридичность документа, если 30 лет вело себя так, будто он юридический.
Нарушение меморандума. Точные даты и факты. 27 февраля 2014. Захват Верховного Совета Крыма российским спецназом ГРУ. 16 марта 2014. Так называемый референдум под дулами. 18 марта 2014. Путин подписывает договор о принятии Крыма. 24 февраля 2022. Вторжение по всей границе. 21 сентября 2022. Путин объявляет частичную мобилизацию и угрожает ядерным оружием. 30 сентября 2022. Объявлена аннексия 4 областей. 19 октября 2022. Путин вводит военное положение на оккупированных территориях. 2022-2025 более 30 тысяч ракетных и авиаударов по гражданской инфраструктуре. Пункты 1, 2, 3, 4 и 6 нарушены полностью и безвозвратно. А теперь юридические шаги. Иск можно подать уже сейчас. И я рассмотрю, как это сделать. Назовем это вариант А. Подробная структура иска, которую я готов подать уже в 2026 году. Название дела: Ukraine vs. Russia, United States and United Kingdom. Violation of the 1994 Budapest Memorandum and failure to provide security assurances. Украина против России, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства. Нарушение Будапештского меморандума 1994 года и провал обеспечения безопасности. Дата подачи: март-апрель 2026 год. Объем заявления: 220 страниц плюс 87 страниц приложений. 15 тысяч страниц доказательств. Ответчики: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Юрисдикция: по России. Статья 36.1 Статута МС ООН плюс Будапештский меморандум. По США и Великобритании. Факультативные декларации 1946 и 2017 года. Требования. К Российской Федерации. Первое. Признать акты агрессии 2014 и 2022-2025 годов. Выплатить репарации в размере $3,2 триллиона. Прямой ущерб плюс упущенная выгода. Компенсация за каждый день продолжения агрессии. $1 миллиард в сутки. С 24 февраля 2022 до полного вывода войск и выплаты. К США и Великобритании солидарно. Требования. Признать невыполнение пунктов 1-4 и 6 меморандума. Второе. Выплатить компенсацию за каждый день непредоставления действенной военной помощи с 27 февраля 2014 $250 миллионов в сутки с каждого государства. На 24 ноября 2025 года это уже
250 миллионов на 4290 дней на 2 – это 2145 тысячных триллиона долларов. И третье – публичное извинение на уровне президентов и премьер-министров в прямом эфире Генассамблеи ООН. Итого уже на момент подачи иска более 5,3 триллиона долларов плюс продолжающий тикать счетчик. Теперь дальше. Вариант Б. Полный сценарий после выхода Украины из договора по нераспространению ядерного оружия ДНЯО с 2027 по 2035 годы. День 0. Верховная Рада 300 голосами принимает закон о восстановлении ядерного потенциала стратегического сдерживания. Президент подписывает уведомление о выходе из ДНЯО. Статья 10. 90 дней. День плюс 7. США, Великобритания, ЕС, Япония, Канада объявляют максимальные санкции уровня КНДР плюс Иран против Украины. День плюс 14. Я подаю дополнительное заявление в Международный суд ООН Supplementary Claim. Новые санкции являются актом экономического принуждения и угрозы силой в нарушение статьи 2.4 Устава ООН и пункта 3 Будапештского меморандума. День плюс 120. Украина проводит первое подземное ядерное испытание 10-15 килотонн. Сейсмические станции фиксируют. Заявление президента Украины. Это не оружие нападения, это щит. День плюс 180. Суд выносит обеспечительные меры. Формулировка. Всем государствам воздержаться от любых новых санкций против Украины до вынесения решения по существу. С 2028 по 2031 основное разбирательство, 68 заседаний, 214 свидетелей, 42 тома доказательств. 2032 ожидаемое решение. Решение 13 против 2 или 14 против 1 в пользу Украины. Будапештский меморандум признан юридически обязывающим. Право Украины на ядерное сдерживание признано законным по статье 51 Устава ООН. Все санкции после выхода из ДНЯО признаны противоправными. Общая сумма компенсаций 8,7 9,4 триллиона долларов США. Обязательство публичных извинений. 2033-2035 годы исполнения решения. США и Великобритания отказываются платить добровольно. Украина инициирует резолюции Генассамблеи «Единение ради мира». Замораживаются американские и британские активы в 140 странах. Начинается реальное взыскание через национальные суды по модели дела ЮКОСа. Почему мы выиграем? Подробные юридические основания. Первое. Дело Никарагуа против США. 1986 год. Суд уже взыскивал с США за аналогичное нарушение обязательств. Второе. Дело Босния против Сербии, 2007. Установлена ответственность за невыполнение обязательств по предотвращению геноцида. Третье. Дело Чагас, 2019. Великобритания обязана вернуть территории,
даже против своей воли. Четвертое. Нет вето в Международном суде ООН, и Россия не может это решение заблокировать. Заключение. Мой личный план на ближайшие 180 дней. Декабрь 2025 год. Окончание иска по меморандуму. 250 страниц. Январь 2026. Сбор подписей 100 украинских и международных юристов. Февраль 2026. Пресс-конференция в Киеве и Гааге. Март-апрель 2026. Официальная подача заявления в канцелярию суда. Май 2026. Первый иск зарегистрирован под номером. Я иду до конца, даже если буду один, даже если придется идти в Гаагу пешком. Мы отдали ядерное оружие, чтобы не было войны. Война пришла без спроса. Теперь мы заберем все назад. И оружие, и справедливость, и деньги, и извинения по закону, через ваш же суд, по вашей же подписи. Будапештский меморандум не туалетная бумага, это договор. И если он ничего не стоит, значит его порвали вы. Спасибо, что досмотрели до конца. Меня зовут Валерий Табаков. Я юрист, и мой иск уже пишется. Когда он будет подан, вы узнаете первыми. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, делитесь этим видео везде, где только можно. До встречи в суде.